Здравствуйте! Открываю серию видео «Популярные советы, которые калечат психику». Принцип серии таков. Берем популярный совет из интернета, часто звучащий как истина, и разбираем его вместе со мной. Говорим о том, почему это звучит привлекательно, говорим о том, что на самом деле происходит в психике, иногда говорим о том, что происходит в теле, то есть в физиологии и нервной системе, простыми и понятными словами. И в конце обязательно даю лайфхак, как более зрелую опору. Итак, сегодня выпуск 3. И такой популярный совет, призыв, утверждение, чаще звучащий как истина, примерно таков. Знаешь, почему ты этого так сильно хочешь? Потому что в будущей версии тебя это уже есть. Или ты так сильно этого хочешь, потому что в будущей версии тебя это уже есть. Прекрасно. И чем здесь опасен такой совет, утверждение или мотивационный лозунг? А тем, что это ошибка мышления или логики. В том, что здесь происходит подмена желания гарантии. Фраза создает иллюзию. Если я чего-то так сильно хочу, значит это уже мое. Но желание не равно предсказанию будущего. И это похоже больше на магическое мышление, когда идея, что внутреннее чувство автоматически подтверждает внешнюю реальность. Магия. Как будто желание равно знак судьбы, а интенсивность чувств равно истинность. А игнорировать реальность опасно. И здесь из фразы или даже чего-то убеждения как будто исчезает ограничение. Цена, ресурсы, случайности, внутренние конфликты, которые могут мешать достижению желаемого. Остается только такое утверждение: раз хочешь, значит получится, должно получиться, или уже в кармане желание. Что происходит глубже внутри психики? Происходит слияние фантазии и идентичности. Человек начинает переживать желаемое не как возможность, а как часть себя. И тогда не получить желаемое, это прям стресс. Как будто разрушается образ себя. Например, я стал от счастливого и везучего несчастливым и невезучим. Что еще происходит как внутренний механизм? Происходит нарциссическое расширение. Фраза очень льстит психике. Она говорит: твое желание не случайно, ты особенный, будущее уже выбрало тебя. Это создает эмоциональный подъем. Я даже сейчас говорю, и у меня эмоциональный подъем от этой фразы. Ощущение избранности, временное чувство всемогущества. Но потом психика сталкивается с реальностью. Что будет с нервной системой, если жить в такой вере? Сначала дофаминовый подъем, возбуждение, гипермотивация, ощущение, что все возможно. Узнаете тренинги про возможно все. Но если реальность не совпадает с фантазией, а чаще так и бывает, потому что способности-то не подросли, и начинается тревога, внутренний критик, чувство внутреннего краха, ощущение, что со мной что-то не так, истощение нервной системы в различных видах. Потому что психика была не в контакте с реальностью, она была в контакте с фантазией о себе. И еще момент всей этой психической динамики, всей этой психической истории таков. Иногда человек хочет чего-то не потому, что это его будущее, а потому что внутри есть дефицит, какая-то боль, попытка стать достаточным, что-то исправить, надежда наконец почувствовать себя ценным, например. И тогда желание становится не целью, а попыткой психологического спасения. И какой здесь можно сделать вывод, как ключевой инсайт, как вариант более зрелой опоры? Сильное желание не всегда говорит это твое. Иногда оно говорит: в этом месте у тебя очень много боли, какой-то дефицит, много лишней надежды или еще какая-то проблема. Мечтать нормально, хотеть нормально. Но психика становится устойчивее не тогда, когда путает желание с гарантией, а когда может выдержать реальность разную, не разрушаясь. Это не мечтай, это про то, что психика сложнее, чем мотивационная цитата из интернета.
Спасибо за внимание. До следующих выпусков, до следующих встреч. Подписывайтесь.